Только что наткнулись на место, где, похоже, упал самолет. Смотрите, сколько алюминия кругом. Так. Нашли несколько патронов. Патроны калибра 12,7 мм. Похоже, самолет американский, либо английский. Стойки шасси. Распредвал лежит. Тут же рядом коленвал. Так, это похоже задняя стойка шасси. И цилиндры от двигателя валяются. Двигатель кто-то разобрал. Запчасти. Запчасти от двигателя. Разные железяки. Тут же лопата валяется. Похоже, кто-то копал тут этой лопатой. Всякие куски алюминия вот такого плана в траве попадаются. Здесь у нас гора всяких запчастей, частей. Смотрите, и 3 лопасти вот таких вот лежат. Алюминий кто-то весь утащил, похоже на металлолом, а лопасти оставили. Смотрите, какие лопасти. На лопастях частично краска сохранилась. Черная и желтая. Сохран, в принципе, офигенный. Смотрите, как загнула эту лопасть. Похоже об землю, когда самолет падал. В низине попадается броня от этого самолета. Ага. Там в куче лежит точно такая же. Здесь у нас вот такая вот болотина. И вся эта болотина в сигналах. Цветные, железяки всякие. В общем, сейчас походим, посмотрим. Может, что-нибудь нароем интересное. Так, а сами части у нас лежат чуть-чуть повыше. Сейчас пройдем. Так, вот оно место, где валяются части основные. Вот эту пластину мы только что нашли. Здесь валяется точно такая же, давно уже выкопанная кем-то. Край лопасти хромирован, похоже. Смотрите.
Лопасти очень тяжелые, наверное, килограмм 40 каждая весит. Поэтому они до сих пор здесь, и никто их не утащил. Прикольно. Вот такие вот вещи до сих пор лежат в лесу, и никто их не утащил. Еще один кусок брони нашли, уже в краске частично. Также попадаются куски фюзеляжа, смотрите, с английскими буквами и надписями. К сожалению, непонятно, что здесь написано. Какой-то иностранный самолет, не немецкий точно. Похоже, что английский либо американский. Наше предположение — это аэрокобра. Вот такая часть попалась с клеймом. Клеймо тоже непонятное. Возможно, просто технологическое. Тут накидана целая гора частей от этого самолета. Всяких разных. Алюминиевые, железные. О, только что прибор нашли. Офигеть. Только что нашли какой-то прибор из кабины. Смотрите. Офигеть. Прикольно. Немного сломан, конечно, прибор. Но циферблат на месте. Сейчас его попозже чуть помоем, посмотрим, как сохран циферблата. Такая вот часть нашлась, похоже, с крыла, а может и с хвоста. К сожалению, не знаю, что это такое. Но явно какая-то законцовка. Либо крыло, либо хвост. Прикольно. Такая вот интересная деталька. Лючок какой-то. Часть приборной доски из кабины. Люк бензобака, похоже. Смотрите, сюда одевалась крышка. Вот такая деталь с кронштейном. И на самом кронштейне видны клейма. Какие-то элементы самолета с петлей. Тоже похоже с бензобака. О, нифига себе. Это что? Это что такое? Это снаряд, похоже, слышь. Так это точно аэрокобра, наверное. Смотри, 37 миллиметров. Похоже, это точно аэрокобра, потому что только что нашли вот такой вот снаряд. 37 миллиметров. Бронебойный снаряд. Гильза латунная. Офигеть. Значит, это точно аэрокобра. И наши предположения были верны. Самолет тут явно горел, потому что попадаются вот такие вот куски оплавленного алюминия. Такой вот лючок еще попался. Стойки шасси поближе заснять. Сохран очень хороший. Стойка весит, наверное, килограмм 50.
Вот такой снаряд только что нашли. Осколочно-фугасный, 37 миллиметров. К сожалению, без гильзы. Алюминий раскидан по всей низине. И сигналы уходят вот на тот склон. Парни там копают, сейчас подойдем, посмотрим, что у них интересного есть. Куски очень толстой брони. Это ремешки, что ли, кожаные? Это пластик. Какие-то ремешки из пластика, да? Это сиденье пилота 100%. Думаешь? Видишь сгиб под спину. Да это очень маленький изгиб. Это маленькая бронеспинка, нет? Каких-то два куска брони одинаковых. В общем, попадаются по округе всякие детали от этого самолета. Снаряды, патроны. Сейчас еще здесь покопаемся немножко. Попозже заснимем, что найдем. Попадаются части вот с таким вот своеобразным крепежом. Смотрите. Ответная часть имеется под какую-то заглушку, не заглушку, штырек. Похоже, как крепление лючка. Быстросъемная. Втулка винта и пушка 37 миллиметров. Казенная часть пушки. Пушка согнута от удара об землю под 90 градусов. Внутри пушки дослан снаряд. Торчит донце гильзы. Вот он ствол. Идет через всю втулку винта. С этой стороны пушка 37 миллиметров. Кончик ствола пушки немножко поврежден. Видны нарезы. Донцы гильзы в капсуле отсутствуют. Либо после пожара, либо кто-то его выбил. Присутствуют следы попытки выбить эту гильзу из патронника. Такие вот удивительные находки, друзья. Тут у нас куча брони и всякого рваного алюминия. Это у нас, похоже, элементы кабины. Эта часть тоже, возможно, элемент кабины.
Довольно толстые куски брони, примерно 1,5 сантиметра толщиной. Смотрите, какая толщина. Где-то сантиметр-1,5. Какие-то приборы. Вот такие вот остатки от самолета Аэрокобра. Походили по округе, вот такая вот кучка образовалась хлама за пару часов. Патроны 12,7 мм. Снаряды 37 мм. Всякие приблуды. Остатки авиационного прибора, к сожалению, непонятно, что за прибор был. Попозже мы это узнаем. Сохран, ну такой, плачевный. Такая вот штуковина, похоже, как от прицела. Постели распредвала с коромыслами. Труба вот такая вот нашлась еще из нержавейки. Похоже, как на пламя-гаситель. Такая вот приблуда непонятного назначения с какими-то надписями. Такая вот штуковина с клеймами. Вот такая вот куча интересных частей от этого самолета. Некоторые из них просто валялись. Либо кем-то выкопанные, либо кем-то собранные. Лопасти, конечно же, очень прикольные. Удивительно, что их отсюда никто не утащил. Наверное, мы утащим их как-нибудь. Клейма на снарядах. Все клеймы на гильзах 43-го года. Патроны 12,7 мм. 42 и 43 год. Наступил уже вечер. К сожалению, приходится нам покидать это место, потому что нам еще идти до лагеря несколько километров. Пока мы дойдем, уже стемнеет. Такие вот находки за сегодняшний день, друзья. В принципе, прикольно. Нашли очень классное место. Место падения самолета Аэрокобра. Всем пока.
Привет! Сегодня пойдем опять на самолет, на аэрокобру. Попытаемся вытащить лопасти. Пришли на место. Сейчас будем пытаться отпилить части, которые мешают снять эту пушку со ступицы винта. Нужно отпилить вот эту втулку, которая мешает пушке выйти из втулки винта. Ну что, плохо идет? Ствол. Застрял, да? Выступ ствола застрял. Разрыв. Разрыв, да. Сейчас будем делать. Сейчас будем думать, что делать. Смотри, какие шлицы, как Да. новые. Ага. Ответные части, шлицы. Внутри тоже как новые. Ой. Ну, втулка килограмм 20, наверное, весит. Да. Не повалили. Сняли пушку со втулки винта, но утащить мы ее не можем. Она слишком тяжелая. Придется бросить здесь. Сама втулка винта. На втулке винта нашли номер 65 1 02 85. Пушку бросим здесь, либо на квадроцикле подъехать поближе получится и забрать ее, либо зимой на снегоходе, пока будет лежать здесь. Навряд ли кто ее утащит отсюда, потому что это практически нереально. Ладно, сейчас пойдем попробуем лопасти утащить. Посмотрим, как получится у нас это, не получится. Примотали лопасти к рамам от рюкзаков. Сейчас потащим. Тащить по лесу 2 километра. Я вообще не представляю, как мы это потащим. Но постараемся вынести хотя бы 2 лопасти. С пушкой у нас точно не получится. Но лопасти постараемся вытащить. Несем 2 лопасти. Одна осталась. Вроде взрослые дядьки, а занимаются какой-то ерундой. Мужчина, вас не Карлсон зовут. Приведение с мотором. Примерно 3 часа спустя наконец-то дошли до машины.
Сделали небольшой крюк. Общий путь у нас составил где-то 2,5 километра. Сейчас немножко передохнем, загрузим эти лопасти в машину и пойдем за третьей. Время еще есть. Я думаю, что притащим еще третью и, наверное, втулку винта. Примотали примотали втулку винта и последнюю третью лопасть. Сейчас мы это все попытаемся вытащить из леса к машине. Иди давай. Че ты встал? Давай, Карлсон, взлетай. Очень крутой склон. Офигеть. 60 градусов, наверное. Я не знаю, как мы допрем эти железяки. Еле дотащили. Теперь у нас полный комплект. Винт от самолета Аэрокобра. Вытащили его сегодня из леса. Больше чем 75 лет пролежал в лесу. Доброе утро! Всем привет! Сегодня потащим вот эти две стойки с самолета Аэрокобра. Тащим стойки шасси от Аэрокобры по лесу. Пересеченная местность, болото, кусты, поваленные деревья мешают идти нам. Приходится маневрировать. Офигеть! Тащу стойку шасси от Аэрокобры. Офигеть! Вот это нагрузки на ноги, на спину. Это в фитнес-зал не надо ходить. Одна стойка и все. Офигеть. Да уж. Наконец-то мы доперли эти стойки к машине. Вы бы знали, как они нам дались. Всем привет, это Герасим. Сегодня будем пытаться вытащить эту пушку из леса. Сейчас вырубим палку, привяжем пушку к палке и попробуем ее пронести. Посмотрим, что из этого выйдет. Проволока не прожглась. Да, у нас ее много. Да. Приходится очищать дорогу, лес очень густой, и нам с этой пушкой здесь просто не пройти. Протащили пушку уже метров 200 от места падения. Решили передохнуть. Поставили вот ее у дерева. И вот такую вот надпись обнаружили, друзья, смотрите. Кто умеет читать по-русски. Слово из 3 букв. Х, У, последнее И. Это что, намек, что у нас ничего не получится? Возможно, возможно. Очень сложно ее тащить. Тащим метров 10-20, перекур. Чистим дорогу постоянно. Опа. Пошла, родимая.
Да, идем, да, нормально. Наконец-то мы это сделали. Вытащили ее практически по светлу. Только сейчас начинает темнеть. Чтобы вытащить эту пушку, нам потребовалось 8 часов. Целый день. С утра мы тащили эту пушку. Это был полный пип-пип-пип. Я вам скажу, друзья. Ой-ой. Ну, на самом деле круто.